Снова здравствуйте, дорогие подписчики, случайно заглянувшие, просто интересующиеся. Сегодня у нас снова видео об аппарате Stillman X. И мы рассматриваем режим работы отбор по пару и ароматное сырье. То есть у нас спирт-сырец, приготовленный из концентрированного виноградного сока, то есть брага была виноградная, ароматная, сырец 28% спиртуозности, слегка мутноватый, что говорит о том, что там есть высокая доля эфиров. Также аппарат, мы используем в нем насадку Панченкова, которая идет в комплектации с данным изделием. 4 батончика, можно убрать 5-й батончик в виде нержавеющего, можно добавить, это уже ваши личные, можно сказать, вкусы. Если вам нужно покрепче, да, делать этот продукт, можно добавить ту же самую медную, докупить ее, либо поставить вот этот нержавеющий, тем самым повысить полезную площадь контакта и увеличить производительность в целом. Но мы будем использовать, пожалуй, все-таки 4 батончика медных. Нам не нужно много укреплять. Наша цель сделать продукт более-менее питким, то есть отделить головы, хвосты и оставить хорошее, ароматное, вкусное тело. При этом нам нужно эти хвостики в достаточной степени подпустить, потому что они содержат там необходимые вкусы и ароматы, но в то же время не переборщить. И мы просмотрим сегодня режим работы, параметры по мощности, в принципе, да, самое важное это будет мощность и насколько мы можем действовать на том или ином оборудовании. Все, приступим. I love, 'cause everything is like a dream, yeah, but only in that world that I dream of. Oh, don't wake me up before you go, 'cause I can't face this day alone. Oh, darling. Итак, перегонный куб мы нагревали на максимальной мощности, тен у нас на 3 кВт, регулятор мощности М2+. Нам это позволило разогреть быстро, качественно. Затем, когда нижние детальки аппарата начали прогреваться, мы уменьшили мощность до 2,5 кВт, потому как это удобоваримая, понятная всем мощность. Безусловно, можно работать и на 3 кВт, но здесь это будет, можно сказать, избыточно, потому что не все у нас могут обеспечить данную мощность. У кого-то в квартирах проводка не позволяет работать больше 2,5 кВт. Затем мы подали воду. Подключение воды здесь абсолютно то же самое, как и в других режимах дробной дистилляции. Все очень просто, понятно, можно посмотреть в других наших видеороликах об этом аппарате. После того, как колонна прогрелась, нам необходимо дать ей поработать в режиме на себя. Сейчас это уже прошло, то есть прошло более 15 минут, температура в данной точке стоит неизменно, и мы можем смело переходить к отбору голов. Можно это производить как по узлу отбора по пару, так и по жидкости. Я бы рекомендовал по жидкости, потому что это проще, понятнее, можно отрегулировать на то количество, которое вам необходимо, и он не зависит от подаваемой мощности. То есть при любой другой ректификации, дистилляции или процесса перегона вы можете пометить здесь, сделать пометочку и понимать, насколько нам необходимо открыть то или иное положение на тот или иной проток спирта. Мы выбираем скорость отбора 3-4 капли в секунду. Каждый здесь волен отрегулировать так, как ему нравится. Можно капли в секунду, можно 2-3, можно 500 мл в час. Это абсолютно нормально. Здесь нет неправильного метода перегона, потому что каждый винокур делает это что-то для себя. Безусловно, если есть какая-то четкая рецептура, надо следовать ей. Но если мы делаем что-то для себя и экспериментируем, здесь абсолютно нормально исходить из тех
ваших экспериментов, которые у вас есть в голове. Опять же, они не должны разрывать логику. Головы надо отбирать качественно и не очень спешно. Итак, головы мы отобрали. Расчетное количество у нас было в районе 290 мл. Отобрали несколько больше, потому что, органолептически нас не устраивало то, что мы получали, соответственно, подобрали побольше. Расчет можно производить, как у нас по инструкции, то есть указано к аппарату. Можно это делать с помощью стороннего сервиса, приложение на телефоне, калькулятор самогонщика всегда можно найти и всегда под рукой иметь. Теперь нам необходимо перейти к отбору тела. В данном случае мы рекомендуем использовать узел отбора по пару, то есть вот этот шаровый кран. Почему? Потому что его легче использовать, во-первых, когда нам необходимо отобрать какое-то количество ароматного сырья. Мы не выверяем какую-то конкретную производительность. Кран вот этот позволяет нам открыть как полностью открытое положение, так и какое-то ограниченное, и, соответственно, нам это не позволит в большом количестве пустить хвосты в отбор. Также у нас есть вот этот электронный термометр в колонне. На него мы обращаем внимание, но не переживаем так, как вот мы делали в предыдущем видео. Да, мы там смотрели каждую десятую и смотрели ее рост. В данном случае нам это не так важно. Нам, безусловно, нужно смотреть за этой температурой, нам не нужно сильно завышать эти показатели, но в то же время надо давать температуре расти, чтобы все-таки пропускать какое-то количество ароматных спиртов, то есть промежуточных соединений, которые нам необходимы для создания той или иной органолептики напитка. Поэтому кран отбора по пару здесь прост и понятен. Мы его, даже если слишком сильно откроем, то есть на полное открытие крана, мы все равно не позволим хвостам и большому количеству промежуточных соединений пойти в отбор, как, допустим, в игольчатом кране. То есть есть еще физические некоторые преимущества у данного узла. То есть, допустим, когда мы подходим к очевидным хвостам, отбор у нас сильно-сильно уменьшается. Это плюс, потому как игольчатый кран просто будет пускать все в отбор, и, соответственно, что мы там получим, не совсем ясно. Кран отбора по пару все равно в этом плане ограничит пропускную способность. Он не ограничит ее самостоятельно. Здесь физический процесс происходит. Поэтому все, мы сейчас откроем его, пожалуй, практически в открытом положении. По крайней мере, на мой вкус это так будет лучше. Здесь температура, безусловно, у нас подросла. Она у нас подросла даже на 2 градуса. Это нормально, потому как все-таки ароматное сырье, нам нужно сохранить аромат виноградной водки, который у нас получится, в данном случае виноградного дистиллята. Вот и все, продолжаем дистилляцию. Итак, мы отобрали тело. Расчетное количество у нас было в районе 2,5 литров. В принципе, это мы и получили. Баночка у нас вот эта 3-литровая, 2,5, может быть, чуть поменьше, алкоголя 90 градусного. То есть это как раз та
спиртуозность, которая нас устраивает. Она не слишком крепкая, не слишком, можно сказать, хвостатая для белого дистиллята, то есть для белого потребления без выдержки этого более чем достаточно. Опять же, ввиду того, что у нас хорошее фруктовое сырье. Если бы это был сахар, все вот эти телодвижения, они, наверное, будут избыточны. Лучше просто засыпать СП, максимально это дело укрепить, очистить от всех промежуточных соединений. Но это мы показывали в нашем предыдущем видеоролике. Если ароматов и вкусов не хватает, то есть нужно больше, да, мы можем всегда отрегулировать это количеством насадки, можно использовать меньше РПН-ки, если хочется, можно оставить как есть и принудительно открывать вот этот игольчатый кран. То есть мы осушаем колонну, пускаем больше хвостов в отбор, больше вкуса, больше ароматики. Безусловно, тут уже какие-то процессы, может быть, по облагораживанию продукта в дальнейшем нужны. Но это каждый винокур решает себе сам. Мы этого дела не касаемся. Безусловно, его не нужно открывать на полную, иначе это будет слишком плохо. Может быть кратковременно, может быть там слишком небольшое количество алкоголя пропускать через вот этот патрубок, то есть это буквально там 200-300 мл. Опять же, смотрим на спиртуозность струе и, исходя из этого, понимаем. Также ориентируемся на органолептику, это тоже очень важно. Ну и, конечно, спиртуозность, температура в кубе. Исходя из этого, мы понимаем, сколько количества алкоголя у нас в кубе осталось. Подходя к 15% алкоголя, то есть это в районе 93-94 градусов в кубе, это уже говорит о том, что там прям не очень. Лучше уже все-таки закончить. То есть до этих параметров также перегонять, как мы в принципе делаем всегда в наших видеороликах. Надеюсь, все понятно и все просто. С этим аппаратом, и правда, дистилляция и ректификация достаточно простая. Всегда можно обратиться к органам управления и понять, что нам больше интересует. Если хочется сделать это более производительным, здесь, конечно, есть выходы из ситуации. Можно поставить вместо этого дела тарелчатую колонну. Об этом мы тоже снимем видеоролик, соберем подходящее оборудование, также будет на канале. Следующим мы сделаем ароматизацию на данном аппарате. Но тоже есть несколько вариантов. Немного обговорим, посмотрим, также проведем дистилляцию. На сегодня все. Если у вас появятся какие-либо вопросы, пишите нам в комментариях, пишите нам на нашу почту или позвоните на наш телефонный номер, оставьте заявку на то, чтобы мы вам перезвонили в рабочее, в удобное для вас время. На сегодня все. Хороших и вкусных вам напитков.